На протяжении веков таинственный город у дельты Нила считался мифом. Его называли Тонис или Гераклион. Упоминали Геродот и другие античные авторы. Но где он находился, никто не знал. Ученые спорили, был ли он реальным местом или лишь выдумкой. Все изменилось в начале 2000-х, когда команда археологов под руководством Франко Годио начала исследование акватории у побережья Египта. Сначала находили отдельные фрагменты, обломки колонн, статуи, детали зданий. Но чем глубже велись работы, тем очевиднее. Они наткнулись на нечто большее, чем просто руины. Это был настоящий подводный мегаполис. Каменные плиты, улицы, фундаменты, обломки храмов, остатки каналов и пристаней. Все указывало на то, что под водой лежит хорошо организованный крупный город. Радиоуглеродный анализ позволил датировать находки VI веком до нашей эры. Это подтверждало, что Гераклион действительно существовал и был ключевым портом Египта. Его затопление произошло внезапно, причины до сих пор обсуждаются. Открытие стало сенсацией. Археологи применили сонары, подводные камеры и лазерное сканирование. На основе полученных данных была создана цифровая модель города. Удалось восстановить улицы, храмы и доки. Исследования показали, Гераклион был не просто портом, а религиозным и политическим центром. Его исчезновение – одна из самых загадочных катастроф древности. Долгий путь к раскрытию тайн. История открытия затопленного города не была мгновенной. Археологи не просто нырнули и нашли древние руины. К этому шли десятилетиями. Все началось с текстов. Геродот, Страбон и другие античные авторы упоминали крупный египетский порт, исчезнувший без следа. Эти описания считались легендой, но некоторые ученые верили, за ними стоит реальное прошлое. Начались поиски. Историки сопоставляли древние источники, геологи анализировали изменения береговой линии, картографы сравнивали античные карты. Команда Франко Годио объединила усилия ученых из разных стран. Были привлечены подводные геофизики, специалисты по древним текстам, историки архитектуры. Использовались архивы, спутниковые снимки, аэрофотосъемка, магнитометрия, эхолокация дна и субдонная профилировка. Район поисков – акватория залива Абукир, где когда-то проходили важнейшие торговые маршруты. Первые находки были скромными – обломки колонн, фрагменты керамики, куски стен. Их происхождение и глубина залегания указывали на нечто большее. Каждый найденный элемент становился частью головоломки. Артефакты тщательно документировались, фотографировались, сравнивались с аналогами. Это был кропотливый процесс, требующий точности, выдержки и научной дисциплины. Археологи поняли, что не просто ищут артефакты, а восстанавливают исчезнувший город. Эти годы исследований стали фундаментом величайшего подводного открытия 21 века. Подводная жизнь города Гераклион. После подтверждения существования подводного города наступил этап изучения его структуры. Оказалось, что это не просто руины, а целый мегаполис с развитой инфраструктурой. Улицы, храмы, доки, рынки – все было на своих местах. Археологи нашли остатки священных сооружений, включая главный храм Амона Герика, в котором проходили религиозные церемонии. Были также обнаружены элементы храма Хансу, статуи богов и надписи, подтверждающие роль религии в жизни города. Гераклион был не только духовным, но и экономическим центром. Здесь проходила проверка иностранных судов, направлявшихся в Египет. В гавани находились склады, где хранились товары, вино, зерно, масло, благовония. Улицы города соединялись каналами, по которым перемещались лодки. Это делало город египетской Венеции своего времени. Археологи нашли сотни сосудов, якорей и элементов корабельной оснастки, подтверждающих активную морскую торговлю. Удивительно, как хорошо сохранились элементы городской планировки. Местами удалось восстановить очертания кварталов и даже отдельных зданий. Все это позволило ученым представить повседневную жизнь жителей, как они работали, молились, торговали. Гераклион был живым организмом, в котором египетская культура переплеталась с греческими влияниями. Здесь проявлялось смешение цивилизаций, оставившее след в архитектуре, культуре и политике региона. Сокровища, найденные в недрах моря. Одним из самых впечатляющих аспектов открытия этого города стали артефакты, найденные под толщей ила. Археологи обнаружили гранитные статуи высотой до 16 футов, изображающие фараонов и богов. Эти монументы когда-то стояли у входа в храмы и были символами власти. Несмотря на столетия, проведенные под водой, многие из них сохранились удивительно хорошо, благодаря плотному слою ила, который законсервировал объекты от разрушения. Некоторые статуи извлекли в почти идеальном состоянии. Кроме монументов были найдены сотни мелких артефактов. Среди них
Золотые украшения, монеты, ритуальные амулеты, керамические сосуды и лампы. Особый интерес вызвали корзины с засохшими плодами, датированные IV веком до нашей эры. Они хранились в ритуальных помещениях и, вероятно, использовались в религиозных церемониях. Подводные камеры зафиксировали, как слой за слоем ил уступал место истории. Бронзовые зеркала, каменные таблички, обломки храмовой утвари. Эти находки позволили составить точное представление о жизни в древнем городе. Здесь поклонялись богам, вели торговлю, принимали корабли из разных стран. Многоязычные надписи доказывают существование международных связей. Каждая деталь, извлеченная со дна, оживляет ушедшую эпоху. Благодаря этим находкам Гераклион стал не просто археологической сенсацией, но ключом к пониманию роли Египта в средиземноморском мире. Корабль-призрак, флагман подводной археологии. Среди находок, сделанных на территории затопленного города, особое внимание привлек древний корабль, затонувший среди руин. Он получил условное название «Корабль-17» и стал первой в истории Египта настолько хорошо сохранившейся находкой судна эллинистического периода. Длина корабля составляла около 28 футов, и его конструкция поразила исследователей. Она сочетала в себе традиционные египетские и греческие элементы. Плоское днище, характерное для навигации по мелководью. Исследование показало, что корабль оказался погребен под обломками храмовых построек, обрушившихся в результате катастрофы. Это объясняет, почему корпус сохранился лучше, чем обычно бывает при морских находках. Строительные блоки буквально придавили судно ко дну, защитив его от течений и разрушения. При раскопках были обнаружены части весел, фрагменты крепежа, элементы парусной оснастки. На борту также нашли амфоры, якоря и обломки корабельной утвари. Этот корабль дал уникальную возможность изучить технологии судостроения того времени. Он показал, как местные мастера адаптировали конструкции под условия дельты Нила. Благодаря ему археологи не только лучше поняли устройство флота, но и получили ключ к пониманию торговых и военных маршрутов Древнего Египта. Судно стало символом трагедии города, ушедшего под воду, и одним из самых впечатляющих экспонатов в истории подводной археологии. Как город ушел под воду? Исчезновение города Гераклион не было результатом войны или пожара. Город не покинули жители, он не сгорел и не был разрушен враждебными армиями. Он буквально ушел под воду. И объяснение этого феномена оказалось не менее удивительным, чем сами находки. Археологи, геофизики и геологи пришли к выводу, что причиной стала совокупность природных факторов. Главным из них считается явление ликвефикации. Процесс, при котором вода в грунте делает почву нестабильной, и она начинает вести себя как жидкость. К этому добавились землетрясения, регулярно сотрясавшие дельту Нила, и подъем уровня моря, вызванный климатическими изменениями. Эти явления привели к тому, что строения начали проваливаться и уходить под воду вместе с участками суши. Гераклион был построен на болотистой и слабой почве, что сделало его особенно уязвимым. По оценкам специалистов, катастрофа произошла в течение очень короткого времени, возможно, даже в рамках одного сезона. Эти данные были подтверждены сейсмическими исследованиями и анализом отложений. Археологи обнаружили строительные блоки, сдвинутые с места, фрагменты зданий под углом и следы подводных обвалов. Все это свидетельствует о мощном природном событии. Таким образом, исчезновение города Гераклион — это не мистическая загадка, а результат цепи процессов, которые стерли с карты один из важнейших городов античного Египта. Тайны озерной глубины — озеро Ван. Когда археологи перенесли свое внимание с морских глубин на пресные водоемы, они ожидали найти меньше сохранившихся объектов. Однако озеро Ван в Турции удивило всех. В его глубинах, на глубине около 15 футов, исследователи обнаружили руины древней крепости, которая, как выяснилось, могла быть построена более 3000 лет назад. Эти остатки скрывались от глаз столетиями, пока команда дайверов и ученых из университета Ван Юзюнджуил не начала исследования в 2000-х годах. Обнаруженная под водой структура включала в себя каменные стены длиной до 200 футов, элементы башен и прямоугольные основания, вероятно, бывшие частью укрепленного периметра. Ученые предположили, что сооружение могло относиться к культуре Урарту, древнему государству, существовавшему в регионе в первом тысячелетии до нашей эры. Архитектурные элементы совпадали с урартским стилем кладки, плотно подогнанные блоки, точная геометрия, прочное основание. Пресная вода озера и отсутствие сильных течений позволили сохранить структуру лучше, чем это обычно бывает в морской среде. Археологи провели картографирование, сделали трехмерную реконструкцию и собрали данные, открывающие новую страницу в истории региона. Это открытие стало сенсацией. Никто не ожидал, что на дне высокогорного озера может скрываться крепость, возведенная еще в эпоху древних царств. Затонувшая крепость, подводные находки в Ване.
Открытие древнего сооружения на дне озера Ван стало одним из самых ярких событий в подводной археологии Турции. После первого погружения, в ходе которого были зафиксированы прямолинейные каменные стены и остатки башен, ученые начали систематические исследования. Стены крепости тянулись вдоль дна на значительной площади, и хотя часть из них была повреждена, многие участки сохранились. Оказалось, что сооружение занимало не менее 300 футов в длину и до 100 футов в ширину. Некоторые участки стен были выложены из базальта и известняка, материалов, характерных для строительной практики региона. Пресная вода озера сыграла роль консерванта. На блоках остались следы резьбы, швов и строительных маркеров. Вокруг крепости археологи нашли керамические фрагменты, части амфор и изделия из бронзы. Это свидетельствовало о существовании рядом жилых или культовых построек. Трудности заключались в большой глубине, слабой видимости и необходимом времени на расчистку. Команда использовала подводные дроны и лазерное сканирование, чтобы создать цифровую модель крепости. Эти технологии позволили визуализировать древнюю архитектуру без ее повреждения. Благодаря сочетанию техники и археологии исследователи раскрыли важную страницу урартского прошлого, скрытую под толщей воды. Армения или Урарту под водой. После обнаружения крепости на дне озера Ван археологи задались вопросом, кому принадлежала эта загадочная постройка. Регион вокруг озера Ван исторически связан с древним государством Урарту, которое существовало с 9 по 6 век до нашей эры. Это государство контролировало обширные территории Восточной Анатолии, Закавказья и северо-западного Ирана. Подтверждением этой версии стали и найденные артефакты. Фрагменты керамики, характерные для урартской культуры, напоминали изделия, ранее обнаруженные в крепостях Тушпа и Эребуни. Некоторые блоки стен имели выбитые метки, схожие с символами, найденными на урартских памятниках. Однако есть и альтернативные мнения. Некоторые исследователи считают, что найденные под водой сооружения могли относиться к более позднему армянскому периоду или к местным племенным группам, существовавшим параллельно с Урарту. Проблема в том, что точная датировка затруднена. Вода размывает органику, а сооружения сильно повреждены. Радиоуглеродный анализ возможен только по связанным материалам, а их в районе крепости немного. Поэтому археологи пока говорят об осторожной привязке объекта к урартской эпохе. Даже без точного ответа ясно. Постройка уникальна и свидетельствует о высокой организации и технологическом уровне народа, оставившего ее на дне озера. Открытие на дне Вана. Что увидели ученые? В последние годы подводные исследования озера Ван приобрели системный характер. После первого открытия крепости археологи продолжили изучение дна, сосредоточив внимание на прилегающих участках. Используя подводные камеры и эхолокационные устройства, они обнаружили дополнительные архитектурные элементы, фрагменты прямоугольных строений, массивные кладки и основания башни. Все это указывало на то, что крепость была не единственным сооружением. Один из интересных объектов — круглая каменная конструкция диаметром около 20 футов. Ученые считают, что это могло быть культовое или оборонительное сооружение. Внутри нашли обломки керамики, остатки перегородок и предметы из бронзы. Зафиксированы также фрагменты деревянных балок, сохранившихся благодаря низкой температуре и отсутствию кислорода. Эти находки позволяют предположить, что рядом могли быть жилые здания, мастерские или склады, активно используемые в то время. Ученые отметили уникальность условий. Высокогорное озеро, отсутствие солей и подводных течений создали идеальные условия для сохранности древних объектов. Благодаря этому удалось зафиксировать планировку отдельных строений и понять уровень инженерной мысли тех, кто жил здесь 3000 лет назад. Исследования продолжаются, и каждый новый объект помогает по-новому взглянуть на цивилизации, населявшие этот регион. Загадки, что не поддаются разгадке. Несмотря на все успехи подводной археологии, как в Египте, так и в Турции, остаются вопросы, на которые наука пока не дает точного ответа. Один из них — почему одни участки городов и крепостей разрушены полностью, а другие сохранились почти в первозданном виде? Например, в Египте части храмов буквально рассыпались, в то время как статуи и каменные платформы уцелели. Возможно, причина в свойствах грунта, угле наклона подводных слоев или даже в различиях в строительной технике. Другая загадка — отсутствие органических остатков в некоторых районах. В Египте найдено множество каменных и металлических объектов, но крайне мало дерева, тканей или костей, несмотря на масштабность поселения. Это ставит под сомнение распространенные представления о быте горожан и может говорить о процессах, которые до сих пор плохо изучены. В озере Ван аналогичная ситуация. Дерево сохранилось только в отдельных местах, хотя логично ожидать больше органики при хорошем уровне консервации в пресной воде.
Также неясно, почему некоторые постройки под водой расположены под углом или наклонены в одну сторону. Исследователи предполагают, что дело в сейсмической активности, но подтверждение этой гипотезы требует дополнительных данных. Загадок остается много, и каждый ответ порождает новые вопросы. Именно это делает подводную археологию столь захватывающей. За каждым открытием новый слой тайн, скрытых под толщей воды и времени. Почему это меняет представление о древних цивилизациях? Находки не просто пополнили музеи. Они стали поворотной точкой в понимании того, как жили, строили и взаимодействовали древние общества. Ранее считалось, что крупные портовые города древности находились только на суше, а морская торговля велась в ограниченных масштабах. Однако Гераклион показал, уже в VI веке до нашей эры Египет имел разветвленную морскую инфраструктуру, принимал корабли из разных культур и имел систему контроля внешней торговли. Важным открытием стало наличие многоязычных надписей, артефактов греческого и египетского происхождения. Все это говорит о высокой степени культурного обмена. Город был не изолированным поселением, а активным участником региональных процессов. Он связывал Африку, Ближний Восток и Европу. То же самое касается крепости в озере Ван. Ее архитектура, техника строительства и предметы, найденные рядом, говорят о сложной социальной структуре и технологическом потенциале. Обе находки доказывают, древние цивилизации были более развитыми, чем это представлялось ранее. У них были технологии, организация труда и знания материалов, позволяющие строить сложные сооружения. Эти открытия не просто расширяют карту поселений, они переписывают историю. Под водой скрываются не только города, но и ключ к пониманию связей и достижений, которые мы только начинаем осознавать. Разоблачение главной тайны и итоги. Может ли целый город исчезнуть, не оставив следа, а затем внезапно вернуться на карту мира? История показывает «да». Может ли древняя крепость веками лежать на дне пресного озера, дожидаясь своего часа? Открытие в озере Ван дает утвердительный ответ. Все, что считалось вымыслом или преувеличением, оказалось реальностью. Причем доказанной научно, через годы кропотливой работы и применения самых современных технологий. Сотни артефактов, здания, улицы, элементы инфраструктуры — все это рассказывает о цивилизациях, чьи возможности мы недооценивали. Они строили сложные города, налаживали торговлю, поклонялись богам, общались с соседями, и когда катастрофа, природная или техногенная, стирала их с поверхности, память оставалась в воде. Подводные исследования доказали, чтобы понять прошлое, нужно смотреть не только вглубь Земли, но и под воду. Главная тайна, скрытая в этих открытиях, не в мифах и не в фантазиях. Она в том, как много еще мы не знаем о себе. Под слоем ила хранятся не сказки, а факты. И каждый из них может изменить представление о прошлом. Сегодняшнее открытие — это приглашение заглянуть вглубь истории и задуматься, сколько еще крепостей Вана ждут своего часа. Финал этой истории — не конец, а только начало нового взгляда на прошлое.